Всем здравствуйте! Сегодня пятый урок нашего практического онлайн-марафона по локонам, и сегодня он будет посвящен накрутке локонов на утюжок. Поэтому первое, с чего мы начнем, это разберем, какие вообще утюжки бывают и как вам выбрать тот самый, да, с которым вам будет удобнее всего работать. Все утюжки вообще так же, как и гофре, изначально делятся по ширине полотна, да? То есть узкие утюжки, есть широкие. Если вы хотите накручивать круглый объемный локон, как я сегодня покажу в нашем уроке, тогда, конечно, вам лучше выбрать узкий утюжок. Но если вам нужен утюжок для того, чтобы вытягивать волосы, да, или, допустим, вы не умеете или не хотите, или там нет возможности вытягивать на брашинг, тогда, конечно, лучше использовать утюжок с широким полотном, потому что в таком случае, если у вас клиент, допустим, с длинными волосами, да, волнистыми, очень густыми, вы сократите время там практически в 3 раза, да, то есть с узким утюжком такие волосы иногда можно провозиться минут 40. А с широким намного быстрее. Поэтому вы смотрите сами, для чего он вам нужен, и потом как бы уже принимайте решение. Сегодня я буду работать на утюжках фирмы Cloud9. Они достаточно дорогие, да, там по 14-18 тысяч, поэтому я не вижу смысла советовать именно их, тем более в самом начале пути. Вы можете выбрать какие-нибудь утюжки другой фирмы. Вот я для примера принесла утюжок фирмы Деваль. Он абсолютно нормальный, но стоит там в 10 раз так точно дешевле, да, а возможно и больше. Поэтому начнем. Волосы клиента у нас уже подготовлены, то есть они у нас выпрямлены, и если вы обратите внимание, немножечко прогофрированы у корней, поэтому, в принципе, можно уже начинать накручивать. Я сейчас буду показывать с широким полотном, да, чтобы вы не боялись, чтобы вы понимали, что если у вас широкое полотно, то, в принципе, все равно в какой-то там экстренной ситуации вы можете подкрутить даже таким утюгом. Поэтому я беру прядочку волос, небольшую. И сейчас буду крутить так, как мы обычно крутим локоны, с так называемой протяжкой. То есть мы, в принципе, должны держать утюг точно так же, как и держали плойку, но игнорируя тот факт, что у плойки есть основное полотно и зажим, а здесь у нас два равноценных полотна. Но, в принципе, мы делаем то же самое. Если нам нужно накрутить в ту сторону, то мы также под тем же самым углом берем, да, и сейчас будем подкручивать. То есть мы ставим наши полотна утюга достаточно близко к корню и сразу, так же как и на плойку, начинаем немножечко подкручивать, да? Подкрутили до той степени, что у нас вот здесь вот хвостик внизу, и теперь начинаем уже немножечко плотно-плотно смыкая наше полотно, крутить, собственно, наш локон. Берем рядышком еще одну прядочку и делаем то же самое. То есть, еще хочу обратить внимание, что если вы прядь будете как бы вот так вот пополам, да, сминать, то есть вот так вот, тогда локон у вас получится очень-очень, я так называю, крутой, то есть 90 градусов, да, там будет. А если вы будете под небольшим углом, то и протяжка локона, да, то есть рисунок локона будет намного мягче. Поэтому, если вы хотите мягкий, более мягкий локон, просто делайте помягче этот изгибчик. То есть, видите, я не вот перпендикулярно пряди, а немножечко с более мягким изгибом, и чтобы не было заломчиков на таком полотне, делаю вот так побыстрее, да, и видите, у меня локон получается более мягкий такой. Но на такое полотно не очень удобно накручивать, если вы хотите делать именно объемные круглые локоны. Сейчас мы поговорим, как сделать именно такие локоны, то есть, по сути, прийти с одним инструментом к клиенту и сложить ему объемный локон, либо прическу только с помощью одного узкого утюжка. Итак, я взяла узенький утюжок, и сейчас опять сделаю сначала такой же локон, да, просто с протяжкой. То есть так мы можем, в принципе, накручивать волосы у лица. Волосы у лица, я имею в виду те, которые мы выпускаем свободными прядями в прическах, да, то есть это не в локонах волосы у лица, а какие-то тоненькие такие ненавязчивые прядочки, которые нам не нужно делать такими прям громоздкими локонами. То есть мы берем тоненькую прядочку, все то же самое, как я показывала, широким полотном, да, подкручиваем ее и под углом подкручиваем, чтобы она у нас шла такой мягонькой такой линией.
Таким образом, когда мы делаем, у нас получается, что наша прядочка накручивается вокруг одного полотна, да? То есть диаметр накрутки в таком случае будет очень незначительным. Если нам нужно с помощью такого инструмента сделать достаточно крупные локоны, то мы по логике должны накручивать на оба, да, полотна, чтобы у нас полностью наша часть представляла собой как основание плойки. Поэтому, если вы выбираете утюжок для того, чтобы на него накручивать крупные объемные локоны, обязательно смотрите, чтобы здесь не было никаких квадратных граней, потому что они 100% вам дадут залом. Это во-первых. Во-вторых, если вы хотите еще крупнее локон, то здесь должно быть дополнительное пространство, да, на нашем полотне. То есть, допустим, утюжок Гамма, да, кто работал, или можете загуглить, посмотреть, как он выглядит, он имеет здесь еще большую ширину, да, для того, чтобы локоны были, если что, крупнее. Вот. И еще вы должны обязательно обращать внимание, чтобы утюг нагревался с этой стороны, ну, с обеих сторон, да, потому что если он не будет нагреваться, то локон, который мы сейчас обкрутим вокруг утюжка, он просто-напросто не прогреется, ну и, соответственно, нам не даст никакого результата. Вот. Поэтому мы берем прядочку, уже такую нормальную, как на локон, да, не какую-то тоненькую такую, еле живую, а прям такую хорошую полноценную прядочку. У Насти, у моей модели, волосы достаточно густые, поэтому основание может быть небольшое, но я думаю, вам видно, что волос здесь предостаточно. И начинаем уже накручивать точно так же, как мы накручивали на плойку, то есть не с протяжкой и вниз, да, и, кстати, когда протяжку делаем, я обратила внимание, но еще раз повторюсь, что когда мы делаем с протяжкой, мы должны как бы на 360 градусов, да, перекрутить плойку, то есть если вы перекрутите немножко и пойдете вниз, то у вас, возможно, вообще не накрутятся локоны. Мы берем прядочку, начинаем работать как плоечкой, абсолютно то же самое, видите? И начинаем все то же самое делать. Опускаться немножечко вниз, подкручивать вверх. Опускаться вниз, похлопывая, подкручивать вверх. То есть вообще игнорировать, что это утюг. Просто думать, что мы работаем плойкой. Таким образом, видите, у меня пряди, получаются, накручиваются на оба полотна. То есть диаметр накрутки в таком случае будет шире, чем если мы делаем локоны с протяжкой. Обязательно все распределили, подкручиваем к корню и обязательно ждем, когда у нас прядочка прогреется. Для того, чтобы не было заломов, если у вас достаточно такой выразительный, немножко напоминающий квадрат утюг, вам в этом моменте обязательно нужно хлопать и поворачивать его вокруг своей оси, для того, чтобы он у нас был равномерный везде, да, такой кругленький. После этого мы схлопываем его на ручку, и видите, получается у нас локон абсолютно точно такой же, как мы делали на плойку. Мы его разбираем в таком случае абсолютно так же. Прочесываем Редкиным, расчесочкой. Напоминаем, да, как он был накручен, снимая статику с волос. Опять же находим, где вверх переходит вниз. И точно так же, как мы разбирали обычный локон, мы его, собственно, разбираем, да? Сейчас я чуть-чуть его, извиняюсь, прочешу еще. Немножечко волосы склеились. Если вы тянете и у вас не тянется, чешите, прочесывайте до бесконечности, пока у вас волосы не станут рассыпчатыми. Угу. И чуть-чуть можем сделать шире его. Так. Нижнюю часть мы тоже прочесываем быстренько. Да, на Редкин, пока он не засох. И то же самое. Убираем статику у пушки и делаем локон шире. То есть вот на утюг мы можем создать абсолютно такой же локон, как и на плойку. Единственное, что, конечно, лучше брать без таких выразительных граней квадратных, потому что у меня немножечко, он читается, этот квадратик. Если у вас будет утюжок Гамма или совсем мягкий, то этого даже не будет видно. На плойку мне, конечно, лично удобнее, все-таки она круглая, да. Но если вдруг что-то случится, не дай бог, с вашей плойкой, имейте в виду, что на утюжок вы можете сделать, в принципе, такой же локон. А вот такие, да, локоны, которые у нас с протяжкой были в самом начале, мы обычно их
не разбираем, как обычный, да, локон. Мы их очень часто, как сказать, также прочесываем, можно на пальчик накрутить, но делаем чуть-чуть пошире и больше проходимся, там, допустим, спрей-воском, да, для того, чтобы убрать пух и немножечко придать блеска. Вот так. Можем дотянуть чуть-чуть, как придать ширины, если нам надо. Если надо, ребрышек. То есть сделать эту прядь такой легкую, не спадающую, да, как будто она у нас выпала и подраспустилась. Не такая вот, так сказать, грубая, да, ярко выраженная, как на оба полотна. Но всегда имейте в виду, да, что мы, в принципе, повторяем растяжку примерно как на локонах. То есть мы находим, где верх переходит вниз, и стараемся подчеркнуть эти изгибы. И обязательно проходимся жидким лаком для того, чтобы они у нас держались, да. И все вот эти наши пушиночки во время того, как мы проходимся жидким лаком, мы обязательно пальчиком как бы вклеиваем. Итак, домашнее задание к этому уроку, я думаю, как вы уже догадались, будет сделать объемный локон, да, как на плоечку, и локон с протяжкой, тоненькую маленькую прядочку, и разобрать, чтобы она была такой воздушной, легкой, а этот локон разобрать как обычный полноценный локон. Вот, сделайте, пожалуйста, допустим, с правой части полностью все в таких легких локонах, да, красивых, а с левой, допустим, части все полностью в таких грубых, объемных локонах, да, ну, грубых я имею в виду по сравнению с этим, так-то они все равно, конечно, красиво смотрятся. И тогда я буду ждать от вас две фотографии. На одной фотографии я четко должна видеть легкие разобранные локоны с протяжкой, да, под небольшим углом, неважно, слева или справа. Если это будет и слева, и справа, это, конечно, будет большой плюс. И такие же локоны, слева и справа, я имею в виду, но уже накрученные на полное полотно утюга, да, то есть разобранные, как обычные классические такие объемные локоны. Надеюсь, все было понятно на этом уроке. Он, в принципе, несложный. Так, когда смотришь, но когда будете делать, думаю, вам будет посложнее, чем с плойкой, потому что с утюгом справиться все-таки не так легко. Особенно, когда руки еще не привыкли, он оставляет достаточно много заломов. Поэтому увидимся уже на следующем уроке. Всем удачи и до свидания.